Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня, да, у нас вышло обновление, даже немножечко не сегодня, уже вчера вечером оно было. Я, конечно, извиняюсь за то, что вчера не смог выпустить видео, были технические проблемы, которые от меня не зависят, но что поделать. Итак, что же это за обновление? Обновление называется 3.17, включает оно тематику китайского Нового года, и приурочено оно почти все к нему. Но в этом обновлении есть и плохие новости. Даже очень плохие. Об них мы сейчас и как раз и поговорим, ну и остальном тоже. Итак, добавили, во-первых, что? Скин на новый на Джейд, потому что у нас год Тигра, Тигрица Джейд, ну вы понимаете, да? Парочку смайликов добавили. Также тематическое оформление добавили и саму карту тоже тематически изменили. Плюс ботов еще. И вроде как изменили и модельки. На китайско-новогодние, да, назовем их так. Также в магазине должны быть доступны предложения на новый скин. Это все будет платно, конечно, как обычно. И вроде бы на старые скины тоже будут на Луи. И на Бака, который дракон у нас, все дела, тоже будут доступны предложения. В общем, кто хочет, сможет купить. Итак, а мы переходим к самому важному, что же изменили в плохую сторону. А это переработка системы предметов в игре. То есть это артефакты, это бомба Молотова, это канистра гелия и все такое. В личных сообщениях, вот, видите, компенсации пришли. Hey Zubsters, тут типа проблемы с сервером какие-то, как я понял, были. А тут они вот написали Item levels now go until level 12. Ну, в общем, уровень предметов повышен до 12. Все текущие предметы 8 уровня стали 9 уровнем. Такие дела, ребятки. Такие дела. Представляете, да, такие. У вас были фулл предметы? Разрабы такие, надо бы еще добавить 3 уровня предметов, чтобы было что качать. А то, что у вас сейчас есть, мы ухудшим в 20% и никакой компенсации за это не дадим. Вот такие вот дела. Сейчас мы с этим все подробно ознакомимся. Итак, видите, здесь у меня Брюс уже готов. Стоит, красавчик. Что мы видим? А мы видим вот что. Да. Вот. Что мы видим. 9 уровень. Все стало, да. А то, что у вас не прокачано, не 9 уровень. Что? И мы имеем по характеристикам. Характеристики ухудшились примерно на 20% от параметров 8 уровня, который был. То есть сейчас 9 это на 20% хуже, чем 8. То есть 38% зубы вампира. Кассетная бомба 73 вместо 90% замечу, да. То есть нужно теперь прокачивать то, что у вас было прокачано до этого. Гениально, скажите, а? А кто компенсирует? Вопрос, да? Вот, кстати, зубы вампира. Ой, укол адреналина. Это тот, что должен быть 90%. Но он всего лишь 77 на 9 уровне. То есть... И, кстати, заметьте, он не прокачивается дальше. У меня есть фулл жетоны на него, да? Во-первых, это странно, почему сейчас есть на некоторых предметах жетоны. Но он не прокачивается дальше. Вопрос. А что за бред? 23 из 20, как бы, да? Очень странно. Что думать? Я так тоже думаю. Итого, что мы имеем? По результатам... Я не знаю, что разрабы вообще собираются с этим делать, но пока что это очень большой минус, который был необоснованно добавлен и непонятно зачем. Такие вот дела. Теперь все игроки в боях станут намного хуже, ну кроме донатеров, которые сейчас просто себе сдонят на кучу сундуков и будут там типа топчиками. Ну, вот такие дела. В общем, сегодня отправимся сейчас на Брюсе в боец. Будем смотреть, как это все работает. Но я вам скажу уже так. К примеру, дефибриллятор, да. Сейчас мы его глянем тоже. 28 секунд там. Вроде, кажется, было. Это печально. 29. Что он есть, что его нету, как бы. Если я не ошибаюсь, раньше он был на 8-18 секунд. Такие дела. Ладно, давайте отправимся в командные бои. Надеюсь, сегодня апнем рейтинг. Но сейчас я могу сказать, что все плохо. Очень плохо. Вообще разрабы должны были оставить, ну, всем, как бы, тех, кто прокачали максимум, ставить максимум, да? Либо же сделать, ну, 9, 10, ладно, 10, 11, 12 уровни лучше, чем 8 прошлый, да? Который они перенесли на 9. То есть они должны были сделать так, но они сделали почему-то по-другому. Непонятно почему. Это во-первых. Во-вторых, это то, что сейчас у нас нет системы получения предметов нормальной, да? То есть, ну, донаты все. Как бы, как получить золотые, там, бомба молотов уже, да? И другие предметы легендарного качества, да? Никак, по сути. Реальным способом никак. Только либо очень много играть, прям нереально много играть, чтобы ивенты фармить, либо просто за счет доната. И это очень странно, потому что, ну, как вы помните, Сколько у нас до патча 3.0 было?
Наверное, года полтора. Ну, почти 2 года. 1,7. Аптечка золотая. Аптечку залутали. 1,7 года практически прошло. До патча. До патча 3.0. И я за это время... А кнопки залагали, представляете, да? А так нормально. Я за это время не смог себе позволить прокачать все предметы на более-менее адекватный уровень. К сожалению. Блин, на тоненького уже играем. Ну да ладно, мы всем победили, красавцы. Бесполезная команда. В общем, я себе не мог позволить прокачать все предметы на максимальный уровень. Ну, я имею в виду золотые. Вроде бы серебряные все прокачал, а вот золотые нет. О чем это говорит? О том, что очень сложная прокачка. Прям нереально сложная прокачка предметов, если играть без доната. А при этом я еще открывал кучу сундуков всяких разных. Ну, потому что мне как партнеру зубы все-таки это выдавали. Там были сначала изумрудные, потом легендарные. Ну, в общем, вы помните, да? Сейчас их уже не выдают, к сожалению. Но, как бы, на основании этого всего, плюс еще за гемы я открывал. И вот, а представьте, игрок, фулл без доната, как ему это делать? И то я тогда не докачал. Мне тогда повезло. Разработчики при переводе патча 3.0 почему-то накинули мне все предметы. Там 7 с чем-то мне было, 6 с чем-то. Ну, вы понимаете, да? Сразу до 8, как бы, мне все получили 8. Поэтому я тогда очень обрадовался, как бы. Ну, вообще, патч 4.0 в самом начале был очень такой классный. Там и монет было много, и предметы стали бесплатные. Ну, короче, очень много всякого разного. А потом вот это вот сейчас... Потом монеты урезали в 7-10 раз. Ну, в зависимости от сундука. Потом урезали... Там 5, 7 и 10 раз, да, было. Потом урезали... Сейчас вот уровни предметов. Опять же, откатили всем предметы, получается, на 20% ухудшили. И вот это очень странно, на самом деле. Если сейчас разрабы не переработают систему выдачи предметов, получения, да, то я не знаю, что это будет. Вот реально, это будет очень плохо. Надеюсь, они переработают ее, и все у нас будет красиво. Надеюсь, это как бы просто такое изменение, которое нужно было сделать заранее, до того, как выпускать какой-нибудь патч по предметам. Ну, такие вот дела. Так, ну ресну, да, ребятки? Ресай нашего бобра прекрасного, который бесполезный, но красиво умирает. Ну, как бы, ладно, то уже такое. Все-таки мы играем команда, пусть будет командная победа. Неважно, что тут почти всех соло убил. Ну, мне все равно помогали ребята, старались. Вот сейчас они тоже там помогают, стараются. Какой же шуст. Блин, с ботинком на фазике. Ну, вы понимаете, да? Подвижности не хватает, нужно больше. Нужно всех обогнать. Сказал Фази и уехал за зону. Ну, вот такие вот дела, ребят. Печально это на самом деле. Но подождем, увидим. Я думаю, что разрабы не просто так все меняют. Просто они решили начать с этого. Хотя на самом деле нужно было начинать не с этого, а нужно было начинать с перебалансировки. Вот, к примеру, когда меняли монеты за сундуки, нужно было начинать с перебалансировки вообще получения монет по всем возможным получениям, да, на текущий момент. Ну, на тот момент. Потом нужно было вот сейчас, когда меняют предметы, нужно было перебалансировать систему получения предметов, потом уже менять предметы. То есть они это делают, как бы, ну, не очень все адекватно, не очень все правильно с точки зрения игроков. Потому что для игроков это минус за минусом, минус за минусом. Почему? Зачем это постоянно вот такие минусы большие делать? Кто в эту игру играть будет? С такими минусами-то, а? Вот и я думаю, никто уже. После патча 3.0, точнее, после того, как его заменили, он на водичку вытянул. Блин, слишком шустрый хамелеон. Далее его вытянул на водичку, он просто вжух и уже убежал. Пока я сам выходил с водички. Шустряк. Ну, Брюсик, кстати, хорош. Особенно, когда команда более-менее адекватная. Погнали. Ну, более-менее, да. Опять же, нельзя сказать, что они это прям гении адекватности. Как я дробовиком попадаю, а? Бачка надо убивать 100%. Блин, он сбежал. Я там сейчас очень много промахов даю. На самом деле, очень много. Они сейчас могут резнуть Никса, я не успею его убить. Ну да, не успел. Надо хотя бы Бака успеть убить. Хорошо, что я тогда залутал аптечку.
О, отлично, Никс попался. Обойдешься. Хамелёш, спасай команду. Давай, давай, резаем, ребят. Пока есть время. В аптечке можно и потом залутать. Фух, ну, сложно было сейчас затащить, как бы у них был там 12 уровень, Никс. Еще пара Никсов была, ну, более-менее адекватных, которые кидали гранатки. И у них еще был 13-й Хамелеон. И вот у них были большие шансы, на самом деле, затащить. Мне очень повезло, что я тогда лишнюю аптечку залутал с бота, пока мои противники были заняты моей командой. И за счет этого, в основном, была оформлена эта победа. Если бы не это, то победка была бы не оформлена. Сейчас очень большая тоже проблема, это то, что у них Орел и 14-й Никс. Они мне просто не дадут подойти сейчас спасти мою команду. Ну, вы видите, меня шотнули до того, ну все, это победа, это поражение. А нет, я успел резнуться. Так, бочку садимся. Ну, блин, даже бочка меня не спасла. Слишком много урона. Слишком много урона, к сожалению. Не получилось вытащить. Ну, там 14-й Никс, 13-й Орел. Сами понимаете, у меня команда была не такая сильная. Хотя у кого-то все-таки оказался дефибриллятор. И в итоге это спасло меня. Да, и я смог юзнуть аптечку еще одну и хоть как-то затащить. Но увидели, слишком много урона от Орла с Никсом. Они зарешали. К сожалению, такое бывает, ничего не поделать. Самое интересное, вот, опять же, я не могу сейчас прокачать предмет, я не знаю почему, возможно, это баг, возможно, разраб это пофиксит. И вообще, откуда у меня, вот еще вопрос, откуда у меня предметы эти все? Просто там была такая штука, что патч, вот этот вот китайского Нового года, на самом деле вышел аж 4 дня назад, потому что в Play Market было написано, обновление вышло 4 дня назад. То есть его просто включили в Play Market именно для всех сейчас. Вот такие дела. И, скорее всего, вот это все время уже это все собиралось. Типа, вот это вот все собиралось, и нам еще давалась компенсация, поэтому, в принципе, если подумать, так-то неплохо. Но как-то... Ой, короче, разрабы это, да. Слов нету. Опять же, ждем того, что они внесут. Ну, какое изменение будет у нас. По итогу, я надеюсь, что все-таки они переработают систему предметов в игре, в получении, имею в виду. И я надеюсь, это просто такая, знаете, заготовочка. Немножко для игроков. Ну, потому что вы видели, какое количество предметов необходимо для того, чтобы поднимать выше, там, 9 уровня, да? Там по 20 с чем-то предметов. А представьте, собрать 20 с чем-то легендарных предметов. И заметьте, сейчас не на всех сразу собираются, да, как раньше было. То есть ты собрал там 20, ну, условно, там, 5 предметов легендарных, да? И у тебя все персонажи сходятся легендарным предметом максимального уровня. Там, ну, ты собирал там... Я условно говорю, что 5, потому что там не 5, конечно. Так, сейчас, секундочку, мы тут убьем. Ну и в общем, а сейчас это по 20. И на каждого, понимаете? По 20 на каждого. Это ж капец просто. Это просто капец. Получается? А чё я не могу резнуть? Странно очень. Пришлось орлинскую морду сначала накалить, потому что, ну, без вариантов, там слишком душили. Слишком прям душили. Домой, нубасики! Не на того напали! Я Брюс, я машина! Вот дробовичок для машины приехал. Блин, бобра бы словить, но не получится, наверное. Хотя такой вкусненький бобер здесь. О, акула словил. Отлично. Ну сейчас бака тогда словим, раз бобра у нас нет. Кстати, дробовик видали, мне не дался в итоге. В итоге дробовик мне не дался. О, зато золотой дался. Хилимся. И погнали. А то у нас там кенгуру как бы это самое. Блин, я забыл, что у меня копье не круговое. Я что-то думал, что на круговое надо взять копье. Оно же круговое. Ну, короче, ладно. Забыл. Что поделать. Ну, кстати, повезло. В этот раз команда такая адекватная, сильная достаточно. 12, 13, 14, плюс баг 10. Ну, в принципе, этого хватило только что для победы. Против там 10-12 уровней. Я рад. Вот, кстати, сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Луи попался, все, отлично. Словили, все, теперь надо душить. Сейчас убьют. Блин. А где дефибрилляторы, ребята? Я не понял, где дефибриллятор? Вы чё, офигели тут, быки? Ух, ух.
Просто ворвался. Не, ну, был бы у меня около адреналина в черном слоте, я бы сейчас не умер и мог бы дальше просто дожать этот сквад. Ну, вы видели, ни у кого не было дефибрилляторов. Такая проблема. Ну, почему вы все играете без дефибрилляторов? Хотя сейчас, возможно, там КДшка была, мы же только что дрались. 30 секунд все-таки, да? Ну, в общем, да. Сейчас все печально. Давайте, кстати, глянем, сколько там нужно на легендарный дефибриллятор. Ой, блин, ошибочка. На легендарные предметы. На 10 уровень, да? Если бы я еще тыкал куда надо. 8 Офигеть. У меня слов нет, ребят. 8 штук. 8 штук! Это только 10-й. А там еще 11 и еще 12. И заметьте, это теперь все персонажи. Все 25 персонажей. Все 20... У нас сейчас монет вообще не будет из этой фигни, понимаете, в чем прикол? То есть вы открываете сундук, а все, и падают только предметы. И монет будет соточка. Жесть. Теперь по-любому придется 1200 ему апать, потому что, ну, единственный адекватный сундук это остался за 1200 рейтинга, который давать будет как раз около 5... Ну, он дает около 500 монет, вот этот сундук, да? И теперь он получается основным. Жесть. Такие вот дела, ребят. Хотя, возможно, разрабы вернут нормальную компенсацию теперь. Ну, короче, в общем, ждем full patch note. Буду в инсте также публиковать все изменения последовательно, потому что ну, там их очень много будет. В общем, поговорим об этом в следующий раз, когда это все выйдет, потому что сейчас никакой инфы особо нету. Нашел то, что смог найти, рассказал вам, поэтому ждем, что будет в будущем. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.